Доброго времени суток. Изначально думал устанавливать Minimax, который в 10 раз дешевле вроде бы по их словам, чем Cloud Code, но потом мне сказали, что вообще ZAI вообще бесплатный, и он вроде бы хорошо становится и работает вместе с Paperclip, поэтому я решил ставить именно ZAI. Сегодня будем регистрироваться здесь. Ну и посмотрим, какие вообще цены, действительно ли он бесплатный, что достаточно странно. Вы на канале. Если вы посмотрели, как кто-то вам рассказывает, как создавать IT-продукты за 5 минут или за 20 минут, и у вас не получилось, то добро пожаловать на мой канал. Вы посмотрите видео, как устанавливать окружение, как веб-кодить, и у вас получится. Пожалуйста, лайкайте и подписывайтесь, пожалуйста. Окей. Продолжаем. Что у нас здесь? Значит, у нас это уже чат. Получается, надо чуть-чуть отредактировать ссылочку и зайти просто на ZAI. Он меня не пускает. То есть постоянно идет редирект. Какие у тебя цены? Ну и скопируем его ссылку. Так, и сразу нажмем Sign In, API. Так, ну он хвастается, что он прям как Claude Opus, передовая модель, чуть-чуть хуже. Я даже на Sonnet работаю, то есть... Так, здесь он не бесплатный. Это была ошибка, что он был бесплатный. Хорошо, что мы сравниваем. Так. Сейчас посмотрим. Minimax какие. Нет, все-таки еще повыбираем, что лучше, что адекватней. Minimax или ZAI. Так, прайсинг. И, наверное, надиктуем через ChatGPT, а поспрашиваем через Cloud Code. Меня интересуют цены, ценовые диапазоны и сколько услуг предоставляется провайдерам. То есть давай сравним, что будет выгоднее использовать для Paperclip. Я тебе сейчас сброшу 2 ссылки. Вот, надиктовали в чат GPT и вставляем в диалог с Cloud. Веб-браузерная версия. Так, pricing. Токен план. Audio subscription. Video package. Pay as you go. То есть у них есть еще и план в Minimax. Стартер 10 в месяц, 20 в месяц и 50 в месяц. Высокий. Тут разные получается скорости. High speed 40, 80 и 150. Годовые подписки также есть. Получается, нам надо конкретизировать, что нам необходимо для создания кода. Меня интересует именно создание кода, при этом я тебя не ограничиваю тем, что я тебе предоставил. Если у тебя есть необходимость зайти на другие URL, вкладки и поискать цены, то посмотри вообще, какие цены, чтобы сравнить, что ставить, ZAI или Minimax. Исключительно для кода. Как я использую код? CLI, CLI, так называемый, командная строка, чтобы он сам посылал запросы и сам отвечал, чтобы мог кодить. Ну и там доступ к браузеру, там что-нибудь такое.
Так, у нас дополнительные требования к тому, что мы хотим. И сбрасываем ссылку, чтобы Клауде легче мог что-нибудь там сделать. Посмотреть, проверить и порекомендовать, что нам все-таки брать. Как я понимаю, то это китаец. В принципе, можно взять и то попробовать, но можно просто посидеть на чем-то месяц, а потом следующий месяц на другой попробовать. Так, теперь у меня полная картина. Здесь есть один очень важный нюанс, который меняет все. Критические ограничения ZAI Coding Plank, GLM Coding Plank квота предназначена исключительно для использования внутри конкретных кодинг IDE инструментов, одобренных ZAI, таких как Cloud Code, Kilocode и так далее. Если хочешь интегрировать GLM-модели в собственные приложения, боты или другие системы через API, необходимо использовать Enterprise Grade API MAAS сервисы ZAI по отдельному тарифу. Другими словами, Coding Plan не работает как обычный API для Paperclip и Hermes. Hermes не входит в список одобренных инструментов. Сравнение для твоего сценария. Paperclip, Hermes CLI, ZAI два варианта. Вариант A Coding Plan дешевле, но ограничен. Pro Max промптов. Как-то странно, то есть 1600 промптов мне непонятно, то есть мне кажется, что у меня 400 промптов в день уходит, а здесь это... 5-часовый лимит. Хорошо, да, то есть 5-часовый, тогда нормально. Работает только с Cloud Code, OpenClaw, Klein и еще несколькими инструментами. Hermes Paperclip не поддерживается. Так. Ну что значит, что они не поддерживаются? Вот посмотри непосредственно документацию Paperclip и вот этого Гермеса, и что там вообще написано. То есть, может быть, китайские разработчики не знают каких-то локальных гитхабовских проектов, такие как Paperclip, но, может быть, это просто не указано там, и оно будет работать, как ты считаешь? То есть вот как здесь быть? Вот я тебе сбросил 2 ссылки. Ты можешь почитать не только по этим ссылкам, но еще и глубже, чтобы объяснить мне, что лучше устанавливать, что сработает, какая связка. Может быть, ZAI просто не знает о Paperclip и не знает о этом Гермесе. Если они напрямую указывают, что корректно работают с этими моделями, то значит работают. Важное открытие. Прочитал оба репозитория напрямую и нашел кое-что важное, что противоречит тому, что показала поисковая выдача раньше. Срочно поправки к предыдущим ответам. Я должен быть честным, когда я раньше цитировал 600 звезд и 800 форков у Hermes Paperclip. Адаптер — это были данные с поисковых сниппетов, которые оказались неверными. Реальная картина. 1 звезда, 0 форков, 5 коммитов. 1 контрибутор, релизов нету, это очень свежий и непроверенный проект. Иметь это в виду критически важно. Как технически работает связка с провайдером?
Адаптер запускает Hermes Agent в single query режиме. Модель задается в формате provider model, например, model Anthropic Cloud Sonnet, поддерживаемый провайдер по таблице README Anthropic Google. Обрати внимание, ZAI и Minimax в официальном README не перечислены. Они фигурировали в поисковых сниппетах, но не в самом документе. Это значит, что поддержка ZAI идет через Hermes агент напрямую, через его собственный Hermes ENV, а не через конфиг адаптера. Окей. Ответ на твой вопрос ZAI Coding. То есть, получается, Paperclip сам не поддерживает этих китайцев. То есть он здесь не перечислен. Но при этом есть дополнительная обвязка, которая помогает этому всему, я так понимаю. А ты абсолютно прав в своей логике. Вот как это устроено технически. Hermes Agent делает HTTP запросы напрямую к API endpoint ZAI. Это стандартный OpenAI совместимый endpoint, а не специальный Coding Plan endpoint. ZAI просто не знает, что запрос пришел из Hermes, а не из Cloud Code. С технической точки зрения это одинаковые HTTP запросы. Есть надежда на дешевый план и корректную работу. Значит, сценарий Cloud Code, ZAI Coding Plan endpoint. Coding Plan работает, квота списывается с плана. Hermes ZAI стандартный API работает, но списывается со счета по API тарифам. Угу. То есть, если через Cloud Code работать, то это получается, мы все равно лишаемся агентности. Потому что нам нужен именно Paperclip и Hermes. Технологически возможно, но нарушает Terms of Use. Hermes ZAI Coding Plan Endpoint. Итоговая рекомендация для Paperclip Hermes плюс Coding ZAI выгоднее. Minimax по одной причине. ZAI предлагает модели GLM 4.7 уровня Sonnet и GLM 5.1 уровня Opus. Причем как Limited Time Benefit потребляет 1x квоты в off-peak часы до конца апреля. По API тарифам оба провайдера близки к 30 центов за миллион инпутов, но ZAI специально оптимизирован для кодинг-задач и быстрее. 55 токенов в секунду для агентного кодинга – это важно, меньше ожиданий между итерациями. Главный риск – Hermes Paperclip, адаптер проект с одной звездой без единого релиза – это буквально недельный эксперимент. Перед тем, как строить на нем рабочий процесс, стоит потестировать ее самостоятельно в VSL2 на небольшой задаче. Так, ну что, может ничего не получиться, но во всяком случае попытаемся тогда выбрать ZAI для реализации. Можно сказать, что сегодня мы выбрали Minimax или ZAI и преимущество отдаем ZAI и попробуем с ним дальше. Ну что, если нравится контент, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь, пожалуйста, и финансового вам благополучия, создавайте проекты-миллиардники.